Утро на ферме всегда начинается одинаково. С прохладной росы на траве, пения просыпающихся птиц и привычного запаха сена и влажной земли. В то утро хозяйка фермы, как обычно, направилась в сарай, чтобы проверить своих животных. Внутри царил полумрак. Сквозь щели в деревянных стенах пробивались тонкие золотистые лучи утреннего солнца, танцуя в пыльном воздухе. Проходя мимо одного из стойл, она краем глаза заметила какое-то движение в самом углу, на подстилке из соломы. Там лежал крошечный, едва заметный комочек. Сначала сердце женщины ёкнуло. Она подумала, что в сарай пробрался дикий кролик. Комочек был настолько мал, что едва ли превосходил размерами обычную мягкую игрушку. Но когда она подошла ближе и опустилась на колени, ее охватило изумление, смешанное с тревогой. Это был не кролик. Это был новорожденный ослик. Обычный же ребенок миниатюрного осла при рождении должен весить от 20 до 25 килограммов, около от 50 до 60 фунтов, выглядеть крепким и уже пытаться встать на свои длинные неуклюжие ноги. Но этот малыш был аномально крошечным. Он весил меньше 5 килограммов, менее 10 фунтов. Его тоненькие ножки казались хрупкими, как сухие веточки, а сам он выглядел настолько слабым, что едва мог поднять свою непропорционально большую ушастую голову. Назвали этого кроху Тайни Тим, крошечный Тим. Женщина осторожно, боясь причинить боль, взяла его на руки. Он поместился у нее на груди, словно котенок. Стало ясно одно: если оставить его здесь, в сарае, он не проживет и дня. Визит к ветеринару не принес утешительных новостей. Клиника встретила их резким запахом медикаментов и ярким стерильным светом. Врач, осмотрев Тима, тяжело вздохнул и покачал головой. Анализы показали, что печень малыша не функционирует должным образом. Организму не хватало сил даже на базовые процессы жизнедеятельности. Прогноз был более чем мрачным. Ветеринар честно признался, что не знает, сможет ли крошечный ослик пережить хотя бы следующие сутки. Но хозяйка не собиралась сдаваться. Посмотрев в большие влажные темные глаза Тима, полные наивной жажды жизни, она приняла решение. Она даст этому малышу лучший шанс на спасение, какой только возможен. Тим был перенесен в хозяйский дом. Для него обустроили теплое гнездышко из мягких пледов. Так началась долгая, изматывающая, но полная любви битва за жизнь. Из-за крайней слабости Тим не мог есть самостоятельно. Хозяйка кормила его из обычного медицинского шприца. График был безжалостным. Каждые 20 минут, 24 часа в сутки, днем и ночью. Целую неделю в доме не было полноценного сна. Будильник звонил в кромешной тьме. Женщина вставала, подогревала специальную смесь, набирала ее в шприц и по капле вливала в крошечный рот Тима, аккуратно поддерживая его голову. Эти ночные бдения создали между ними неразрывную связь. Тим стал воспринимать ее не просто как кормилицу, а как свою настоящую маму. Спустя неделю невероятных усилий произошло чудо. Тим начал крепнуть. Интервалы между кормлениями увеличились сначала до 40 минут, а затем и до целого часа. Шприц сменился на детскую бутылочку с соской. Малыш начал увереннее держать голову, а затем и делать свои первые неуверенные шаги по ковру в гостиной. Шли месяцы. Тим рос, но его размеры по-прежнему оставались крошечными. Когда он достаточно окреп, хозяева задумались о том, чтобы вернуть его на улицу, к сородичам. Это казалось логичным. Осел должен жить среди ослов. Но реальность оказалась суровой. Из-за своей аномальной миниатюрности Тим был абсолютно беззащитен. Даже самый маленький пони или миниатюрный осел мог случайно в игре или из-за иерархических разборок нанести ему смертельную травму. Улица была для него слишком опасна. Так Тим стал постоянным жителем человеческого дома. И именно здесь началось самое интересное. Будучи изолированным от своих сородичей, Тим начал искать себе примеры для подражания среди тех, кто его окружал. А окружали его люди и домашние собаки. Тим, обладая живым умом и невероятной наблюдательностью,
быстро сделал для себя вывод. Раз я живу в доме, сплю на лежанках и общаюсь с этими пушистыми четвероногими, значит, я собака. Его поведение начало меняться самым комичным образом. Тим полностью перенял собачьи повадки. К огромному удивлению гостей, этот мини-ослик научился вилять хвостом, когда радовался. Это было абсолютно нетипично для ослов, но Тим делал это с таким же энтузиазмом, как лабрадор. Он обожал вертеться на кухне, когда хозяйка загружала посудомоечную машину, и как типичный пес не упускал возможности облизать грязные тарелки. А если его мучила жажда, он мог спокойно пойти в ванную и попить воды прямо из унитаза. Тим даже научился приносить брошенные предметы, играть в апорт. В его маленькой пушистой голове царила полная путаница относительно его биологического вида, но он был абсолютно счастлив. Вопрос туалета – один из самых сложных при содержании экзотических животных в доме. Но Тим и здесь удивил всех. Хозяйка решила применить к нему тот же подход, что и к щенкам. Когда собаки просились на улицу, она просто выпускала Тима вместе с ними. Процесс обучения оказался поразительно быстрым, гораздо легче, чем с большинством настоящих собак. Тим быстро усвоил команду «иди пи-пи». Как только звучала эта фраза, крошечный ослик семенил своими копытцами по ламинату и выстраивался в очередь у входной двери вместе с собаками, терпеливо ожидая, когда ее откроют. Тим оказался невероятно смышленым. Он выучил несколько трюков, например, по команде «кружись» он радостно делал оборот вокруг своей оси, ожидая заслуженной похвалы и угощения. Он постоянно следовал за хозяйкой по пятам, цокая копытами, словно маленький преданный щенок, не желая упускать ее из виду ни на секунду. С хозяином дома, своим папой, у Тима сложились совершенно особые хулиганские отношения. Если мама была для Тима источником заботы, еды и нежности, то папа стал его главным партнером по играм. Их любимой игрой стали бои подушками. Тим питал к подушкам необъяснимую всепоглощающую страсть. Это превратилось в настоящую комедию, особенно с наступлением лета. Во дворе дома стояла плетеная садовая мебель, украшенная множеством мягких, красивых подушек. И там же находился бассейн. В голове Тима созрел идеальный план развлечений. Он выходил во двор, целенаправленно подходил к креслам, хватал подушку зубами и тащил ее к краю бассейна, чтобы с триумфом сбросить в воду. Когда хозяева выходили во двор и начинали смеяться над его проделками, Тим расцветал. Он обожал быть в центре внимания. Чем громче над ним смеялись, тем сильнее он начинал выпендриваться, бегая туда-сюда с важным видом. Однажды Тим установил свой абсолютный рекорд. За один день он умудрился сбросить в бассейн 22 подушки. Вода в бассейне превратилась в пестрое море из мягких квадратов, а Тим стоял на краю с видом абсолютного победителя, ожидая аплодисментов. Спустя 8 месяцев непрерывной жизни бок о бок, Тим стал неотъемлемой частью семьи. Он больше не был тем хрупким, умирающим комочком из холодного сарая. Он превратился в уверенного, нагловатого, но бесконечно любимого собака-осла. Его привязанность к людям была настолько глубокой, что разлука давалась ему тяжело. Однажды хозяйке пришлось уехать по делам на пару дней. Для Тима это стало настоящим испытанием. Когда она наконец вернулась и открыла дверь, реакция Тима была бесценной. Он не просто подошел поздороваться. Он начал бегать вокруг нее кругами, цокая копытцами, и издавать невероятно громкие радостные звуки, похожие на гудки автомобиля или крики восторга. В этих странных ослиных криках было столько искренней, чистой любви, сколько не всегда можно встретить даже у людей. Он радовался так, как радуется ребенок, дождавшийся маму с работы. История крошечного Тима – это не просто забавный рассказ о животном с кризисом идентичности. Это история о том, как сострадание, терпение и бессонные ночи могут сотворить настоящее чудо. Тим, возможно, никогда не узнает, каково это быть настоящим ослом, гулять в табуне или жевать траву на пастбище. Но ему это и не нужно. Он нашел свою стаю. Стаю, в которой его любят таким, какой он есть. Маленьким осликом, который спит на диване,
приносит мячик, виляет хвостом и верит всем своим большим сердцем, что он самая лучшая собака на свете.